А он куриц убивает! Новый патч привнес изменения в такую богом забытую нацию, как стилицы. Давайте разбираться, что у нее добавили. Ну и, в принципе, что у нас за матчап? Это дуэлька в рейтинге между нашим Даниилом из Беларуси, который стремится к 2К, и, по-моему, хорватским игроком Сипки, который 2К+. То есть где-то там 2000-2050 рейтинга. High-level игры, около там топ-500 мира, я думаю, это примерно. Что мы видим? Что? Курочки. Ну, это ладно. У нас действительно Даниил играет на сицилийцах, и, наверное, он решил их попробовать специально, потому что в новом патче в целом бафнули пехоту, в том числе и сержантов. У них скорость подняли с 0.9 до 0.95, не 0.96, как всем остальным, но 0.95. А почему? Ну, они и так слишком бронированные. И также самих сержантов, или как их называют, донжуаны, потому что они строят донжоны, им изменили даже стоимость. Они теперь стоят на 10 золота меньше, не 35, а всего лишь 25. Но на 10 еды дороже. Так что все сложно. Также им немножко подрезали броню от стрел, чтобы не были слишком убойны на такой высокой скорости. Хорошо, здесь соперник просто Франки, и он такой, ха-ха, как я счастлив, как я рад. Но обычное количество кустов у него здесь, бонус на кусты у него будет обычным. Но вот курочки, это, да, кстати, это дикие курочки, то есть являются охотой. Сколько их тут? 13? 12. Прикольно. Ну и Данил тоже такой посмотрел, победил и такой, найс. С курочек будем обузить. Но как? Ну да, кусты, в принципе, довольно стандартное расположение. И вообще я заметил, что да, у нас 2 скаута. Для Франка это может быть неплохо, он получит дополнительное хп, начиная с феодала. Это International. Но еще в чем прикол здесь я вижу. Ты, как обычно, кабанов нету, да? Угу, понятно. Есть интересная вода, которая разделена на 2 части, действительно. Глубокая рыба здесь, конечно, присутствует, но мало. Даже какое-то такое озеро есть центральное. В центре немало вообще-то золота камня, да? Потому что по сторонам его действительно совсем нету. Так, сначала все-таки док, потом курочки, да? Понятненько. Но нет оленей, естественно, подгонять некого. Можно скаутами, в принципе, рашить. Но, по-моему, тут был аж 7 крестов старт, что такое, поэтому игроки сразу были вынуждены сделать качество лум, и крестов будет подрезать тяжело. Смотрите, как они симметрично делают доки. Даже интересно. Ну, нации абсолютно не водные. Нации типа конно-пехотные. Но просто у Франка еще есть порох. Совсем такой не дурной. Сицилийца в этом плане нету. Но у него есть осадные анагры. Посмотрим. Но, зная Даника, честно говоря, я думаю, будет он пробовать новые фишки и строить донжон. Так вот, о чем речь? В чем была раньше проблема сицилийцев, да? Донжон, он являлся таким специальным зданием, который... Так, ну здесь лум есть, да. Зря Даник это делает, он даже должен был знать, что лум, скорее всего, будет у человека. Не совсем понимаю, зачем он ее бьет. Ладно бы она док достраивала, да, чтобы задлить док, немножко задержать, так сказать. Но здесь, честно говоря, он продолбал только хпшки в эту крестьянку. Второй скаут почему-то здесь трется. Так вот, продолжу свою гениальную мысль о том, что... Донжон являлся, хорошим зданием, который разблокировал дальше стрельбище и казарму, то есть конюшню. Вам не нужна была казарма для строительства этих зданий. Но проблема в том, что донжон-то, в отличие от барака, был доступен только с феодальной эпохи. То есть, это очень тяжело, да? То есть, вы обычно за обычную циву можете поставить барак, и как только вы феодали, сразу пикет заказать. А тут не можете. Ну, только если барак сделать, да? Надо сначала поставить донжон, и потом только делать пики, и, соответственно, позже и стрельбище с конюшней разблокируется. Но разрабы решили ускорить нацию и сказали, теперь можно строить в темной эпохе донжоны. Все такие, чё? В смысле темной эпохи? То есть ты можешь буквально стартовать с 2 донжонов. Раз, 2 донжона. Ладно, шутка, не можешь. Там 350 камней это будет стоить, у тебя не хватит на старте. Но в принципе ты можешь просто на первой минуте бахнуть донжон, просто, если хочешь. Проблема в чем? В том, что он не является полноценной вышкой, он не стреляет. Это просто здание, которое как бы готово. Да, и все. То есть, оп, ты феодали, опять же, оттуда можно заказывать пики, сержантов, и сразу разблокируется стрельбище конюшня. Разблокируется, имеется в виду, что его можно начать строить. Вот такое ускорение. Но он очень слабый, у него всего лишь 625 хп. Что мы видим? Даник переходит довольно быстро и отправляет 2 жителей вперед. Так, ну, скаут у него почему-то трется справа. По рыбам у нас 4 пятую добавляет Франк. Ну что, он пока не на кустах, не на
чикенах. Никто пока курочек не берет. Стандартное развитие. Честно говоря. Так, здесь 2 скаута, опять же, не апнутся. Но Франк пока не... Неужели фасткасл замутил? Выходит на куриц или не на куриц, или на второй лес? Кажется, что на второй лес выходит. Вот сюда метит, да? Тоже нажимает переход. Так, по айдлам у нас, кстати, не маленькие айдлы, 30 секунд. И третий крестьянин. Даник решил такой, ага, ну что ж. Ну, то есть, крестьяне и сержанты могут строить донжоны. Еще важно, что отметить, да, обычно вы делаете лум, у вас остается 50 золота. И теперь, так как сержанты дешевле, 25 золота стоит, их можно 2 сделать. Ну, дешевле в плане золота. Это тоже такой маленький буст, я бы сказал. Так, здесь вторая лесопилка, здесь у нас выход таки на курей, потому что нужно много будет еды. И, соответственно, смотрите, что происходит. Да, немножко в темной эпохе, но немножко строил. Ну, выиграл себе, не знаю, 25%. Что у нас Франк? Ничего особо не видит. Вот у него скауты апнутся, и, конечно, у них будет 108 хп суммарно. Это довольно жестко. Неожиданно на второй док. Я так понимаю, Франк заметил рыбу здесь может, и поэтому так делает. Ну, или просто так решил. В инвизе абсолютно строит Даник, и прямо на кусты. Это, то есть, отличный мув. Но, кстати, Франк убегает с кустов таки. Идет нападение, сержант уже в заказе, соответственно, золото Даник тоже добывает, но и уже и на камень выходит. Так, ну что, хватает ему на все леса, действительно, да, но тут главное лодок не переделать, соответственно, 2 лодки меньше. И смотрите, агрессивный мув сразу забирает вражеские кусты, показывает, я съем кусты. А сержант, соответственно, да, может теперь строить дальше. Но пока камня нет, он 175 камней стоит. Так, тут скаут на самом деле сливается. Ну и вот сержант, 2 брони. Ух ты, 2 брони в милишном бою, это значит, что любой крест наносит всего лишь 1 урона. То есть драться даже одним против там 5 критов, в принципе, можно. В принципе, можно. Ну и вот их повышенная скорость, 0.95. Для сравнения, в крестьянине скорость всего лишь 0.8 клеточек в секунду. Чуть что. Так, ну сержанты довольно уверенно делаются, уже 4 штуки, кресты уже могут спокойно работать. И здесь есть проблема, нужна шахта, да? Немножко тут сложно. Так, фраершип. Фраершип делается отсюда. Хитро, неужели он... Не, он рыбалкой не ходил, сюда не проверял. Так, здесь делается какой-то дом. И, соответственно, стрельбище. Так, возвращение скаутов. Не очень люблю эту тему, опять же, если вспоминаем, что тут очень много брони. Сержантов уже 5. И, да, Даник тоже шарит за сицилийцев. И, соответственно, делает пику прямо из барака. Да, барак ему не нужен, соответственно. Тут какой-то микро. А, он куриц убивает. You don't need barrack. Пишет. Он ставит бар... Так, прикольно, интересно. Он убил несколько куриц, убил скаута. И ему человек говорит, продвинутый человек, да? Типа, в кавычках продвинутый говорит. Тебе не нужен барак, дружище. Да? Для этого. Но Даник более продвинутый. Он знает, что барак нужен. Потому что теперь в феодале есть поджог. И поджог плюс 2 урона по зданиям. Погнали. Это вообще очень интересно. Причем посмотрите, как он ставит барак. Он, походу, специально его поставил вот именно так. Знаете, это я так крашу иногда рынками. Почему бы не поставить рынок, и тогда человек будет беситься, пытаться его убить, как-то терять время. Зачем ему этот барак? Барак уже все, он свое дело сделал. Да. Он знает. Даник все знает, не надо тут. Короче, чувак пытается выкручиваться. Прикольно, что у него здесь стрельбище, здесь стрельбище. Ставится максимально агрессивный донжон. Вышка в контру. Так, но... Интересно. Они дерутся, драться с крестами, это то, что нужно. Но Даник решает отменять вышку, я так понимаю, да, у него 257 камней остается. Здесь ситуация в чем? Фаршип только сейчас плывет, соответственно, рыба АБК, кто работает, здесь тоже АБК, кто работает. Максимально агрессивно уже забирают золото. И даже такой донжон. Рад, что разве не достреливает до него? Я очень думаю, что достреливает, ну ладно. Так. Но пока мы не видим кузницы, да? Начинается с первой фермы. Прикольно, что и хомутик есть у сицилийца. То есть подумайте, как сицилийцы бахнули. Поджог еще в феодале. Это просто имба. Давайте заценим. 5 урона и 4 по зданиям. Это очень... То есть можно дом снести, окей. А тут дома-то вообще нужны. Сносим дома! Но подождите, Даник, походу, будет напрягать вот эту... вот эту сразу точку. Да, довольно жестко. Давайте посмотрим, что он видит. Так, тут кресты. Смотрите, какой хаос. Кресты выходят. Но кресты могут, на самом деле, пойти убить эту вышку, попытаться пока в моменте. Или что? Так, сколько лучников он скопил, и в конце концов золото он только тут здесь бывал. А сейчас у него только рынок есть. Ну, вообще, добытых ресурсов у Даника больше. Офигеть, насколько больше. Я в шоке, почему так. Но, да. Видимо, курочки. Курочки-нагибаторы. Ну, да. Ну, у него экономика perfect работает, да? Подумайте сами. Но он, видите, он крестьян сюда тоже привел, потому что посчитал, что супер важная тема, наверное, здесь. И он, правда, Даник убил уже 2 крестов суммарно и делает атаку ай, хорош. И просто курица еще и стрелу апает. То есть максимально разыгрывает здесь свой Дон Жуан Раш.
Курочки. Ну, курочек он даже и не ел, пацанчик. А фаршип так и не доплыл он. Ай-яй-яй, вот это большой дизастрич. Так. К замкам пока никто не готов, но не может сражаться. Не может крестами или лучниками. Лучники со стрелой, но их просто мало. Это суммарно 4 они строят максимальный крестный донжон. Тут уже сержанты ломают просто ТЦ. Стоп, они же говорили, что они пофиксили эту тему. Когда один крест сидит, это в вышках, а в ТЦ не пофиксили. В ТЦ, значит, он не стреляет, значит, и не должен. Один крест в ТЦ, когда прокачана стрела, не стреляет. Нет, так и стреляет. Но я что-то не сразу заметил. Так и стреляет вроде, окей. Кресты убегают вообще налево, потому что донжон был готов. Даник выходит на камень и делает свою вышку. Он просто выпиливает ТЦ, что? 5 урона наносит? 6 урона наносит? Интересно. Жестко. Лучники сидят в ТЦ, подходят еще лучники. Я не верю, что он может снести ТЦ феодали таким маленьким количеством. 5 сержантов остается, и на самом деле, да, смотрите, разбегаются. Разбегаются свои донжоны. Как будто есть хаткей такой, чтобы разбежаться в донжоны. На самом деле, такого хаткея же, в принципе, нету. Здесь тоже идет перестрелка. То есть, чувак, в принципе, делает максимально правильно. Он выходит в лучников с 2 стрельбищ за Франка. Это самое лучшее решение, которое он бы мог тут делать, в принципе. Проблема, что у него отбито, посмотрите, все практически, да? Только на лесе он. На лесе и рыба. Рыба, посмотрите, как работает. Ужаснейшая, она не работает. Какой-то мисклик, это разведка пойдет. Но здесь леса, дома теряются. А ТЦ постоянно расстреливает донжоны, парочка. Ломается кузница, посмотрите, как быстро. Не увидели? Барак, кстати, он действительно разрушает здесь барак. Ну ладно, окей. Барак действительно не нужен теперь Данику. Найс. Итак, уходит налево. Понимает это сипки. Прочится. Так, ну что? Проблема в том, что, конечно, сержанты не могут сами стрелять из донжонов. Разве что кресты могут. Да, действительно, 3 креста дают 3 стрелы. Теперь всегда так будет. Тоже новая фишка. Так, ну здесь получается размен зданиями. Здесь 2 лучника. Угу. Курочки были съедены полностью. Ну, знаете ли, лучников становится слишком много. Ну, прикольно, чувак просто продает миллиарды леса. И все. Так, а Даник не совсем понимает, что он планирует. У него есть тачка. Фэршип так ничего и не сделал. Так, вот здесь, вот срывает Франк своих крестьян. Накопил лучников крестьян, начинает срывать. Даник сразу реагирует, чинит, заказывает. Заказывает здесь, возможно. Нет, только здесь заказывает. Но здесь он дерутся. Неужели его переворачивают здесь? Идет отсюда еще чувак, отсюда тоже идет чувак. Ну, тяжело будет спасти. У крестьян все-таки огромный бонус по каменным строениям. Да, вы смотрите, спасти практически нереально. Но в это время можно посносить крестов, хотя на самом деле 4 суммарно снесет. Сразу еще один донжон кидает. Так, в ратуше уже вообще практически только 1000 хпшки осталось. Это прям очень мало. Фу. Сложно. Так, сержики пытаются что-то сделать. Они, в принципе, могут строить. Одного крестьянина потерял Даник. Даниил, ой-ой-ой, больно. Ратуша убил уже 7 юнитов. Их надо строить. Строят они не очень быстро. Насколько я знаю, крестьяне строят немножко быстрее, чем сами сержанты. Потому что им тяжело, у них щит там, блин, ну это действительно тяжело. Еще лучники выходят. Ой-ой-ой, даут или не даут? Но кресты. Ну, видите, его как бы можно игнорить, но вот это сражается. 90... Есть, блин, правда, всех крестов 3 слил. Но есть. Но он снесет ее, да? Не факт. Ой, не факт, что он снесет. И понимает это сипки. Ну, срывает много крестьян, короче. Потому что эту бы пачку сами сержанты, я думаю, бы развалили. Хотя, черт его знает. Кстати, у Франка миллиард леса, соответственно, потому что он викрит. И топорика нету. Гений. Сложно. Здесь еще 2 сержанта, я не знаю, в какой обход пошли. Просто километры навязали. Окей. Ну, посудите сами, да? То есть у чувачочка-то крестьян примерно равно, да? Но посмотрите разницу по добытым ресам. Просто 3500 разница, огроменная разница. Он здесь срывает, но здесь сержанты есть. То есть он не добывает ресы. У него почти вся экономика это топористы. Ну, реально, топористы без топора. И здесь даже Даник нашел. Он все видит. Рыбы работают, рыбы тут даже лучше работают. Ферм достаточно, в принципе. Идет очередное сражение, уже под своей вышкой. Наверное, в идеале ею стрелять в лучников, у которых 0 брони отстрела. У крестов все-таки 2. Но кресты пошли в размен, наконец-то. Еще мужик идет. Просто максимальный хаос, камня много. Так, здесь чуваки выходят на камень. Пошел опять хиляться.
Ну, знаете ли, тут три остается, да? Шахта недостроенная. Сюда срывается. Здесь ему своя же шахта мешает, либо домик. Может, я бы домик удалял. Ага, он пытается за квик... Он ему получается заквиквольть, они пытаются. Класснейший квиквол здесь получается. И сержанты еще могут и чинить донжон. Но это довольно медленное производство. Занятие, я бы сказал. О, здесь, смотри, даже транспорт делает. Мужик даже транспорт делает. Чтобы просто что? Чтобы центр? Чтобы туда проплыть? Чтобы что? Ну, у него просто бесконечно леса, поэтому что бы не сделать. Я тоже сделал. Этот фаершип патрулирует только до сюда. Это, конечно, большой дизастр здесь. Ну-ка, сломать. Нет, уплывают пацаны. Леса много не бывает. Ну, давно надо было засеяться тут с хомутом, в конце концов, франков, чтобы какую-то экономику сделать. О, боже мой, сколько сражений. 1,5 раза лучшая экономика Даника готова к замковой эпохе. Кстати, теперь точно понятно, что это здание, оно из темной эпохи, да, оно не является переходом. И именно поэтому, да, нужно второе здание феодальное. Кузница есть, и вот рынок немножко подзабыт, да. Это надо помнить. Так, здесь просто нет мест для всех крестьян. Сколько их? Так, а где транспорт? Лучники побежали. И, кстати, наконец-то фаршип поздний пришел. Здесь какие-то проблемы, и замковая эпоха прожата. Хорошо, 3 донжона стоит. Опять же, их можно просто вычинивать. То есть, вы можете хиляться сержантами, можно вычинивать. Ну, пока ждешь большего количества, можно похиляться, вычинить. Это все те 2 сержанта, которые отбили полностью лес, курей, еще сюда заходят. Отлично. И сержанты, им не нужны как бы апгрейды. Ну, нужны, конечно, апгрейды, но их не надо апать. Они сразу апнутся в замковой эпохе, у них подлибутся статы, довольно сильный урон вырастет. Здесь, конечно, идет врыв, но Даник замечает, делает донжончик. Посмотрим, сколько крестов потеряет. Возможно, одного. Здесь, конечно, проблемы, и он убегает в центр. Еще донжон на камень. Так, камень становится мало, интересно. Так, леса становится 0. Он еще сюда делает... Так, немного опасно, но лучников там не супер-убер много. Да, он хиляется, просто ждет замковую эпоху. Отходят лучники дальше, но здесь везде вырастают эти штуки. И лес за дефом. Транспорт стоит, можно его заметить, сжечь. Сколько сержантов делается, я не знаю, их уже практически 20. Замковая эпоха скоро будет. Да, тут идет перестрелка. Есть крестьяне, и крестьяне не могут напасть. Они не могут, они могут попытаться напасть. Только. О, ребята, я вам одно скажу. Ставьте себе хаткей на выделение всех донжонов. Это будет полезно в этом патче. Это будет очень полезно. Строить донжон, выделить донжон. Выделить все донжоны, заказать чёчку. Единственная проблема, это то, что барак нужен, чтобы прокачать скорость. Но соперник 2К+. Пишет GGVP с восклицательным знаком и пишет мастер-класс. То есть он действительно был впечатлен, что вот так его уничтожили на мега-рандоме, окружили полностью, то есть хорошая реакция везде была, и он поражен. Действительно. То есть, вот такой геймплей создали разрабы. Я буст его Даник. Все отрезано практически. Ну и вы сейчас просто не представляете, что произошло. Если бы чувак не сдался, что бы сейчас с ним произошло. То есть, либо кто-то уже представляет. 20 апнутых сержантов, сразу броня. Да, скорости нету, барак тоже выпили. Это Даник может как-то и проконтролить, поставить барак. Но это вы сейчас ТЦ бы не заметили. Я думаю, он пошел бы именно ТЦ валить. Потому что вдруг там чувак сейчас переходит, как раз выпилить ему переход, и все, на этом никогда у него никакого замка не будет, к которому он стремится, да. Кстати, если бы он до топористов дожил, то да, было бы весело. АПМ сравним 57 на 44. АПМ никогда никому не помогал. Соответственно, 62 сержанта, по сути, в феодальной эпохе. И 20 из них выжили. Да, 40 умерло, но пока 40 сержантов умирает, зацените еще раз экономику. Зацените. И это у Даника не был какой-то crazy фишбум. Да, у него должно было быть, может, на 500 ресов меньше за счет того, что рыба должна была умереть раньше. Но это бы не сильно как бы не зароляло, честно говоря. Было бы у него 15 сейчас сержантов, может. Ну вот так вот. И то есть, казалось бы, ты вроде как размениваешься не очень выгодно. Да, очень выгодно ты размениваешься. Потому что сколько крестов? Кресты не работают. 20 армий. Как много экономики? На 1000 больше камня. Золото тут почти вообще не добывалось. Еда. Еда крейзи просто. Но то, что он не насеял хотя бы 6 ферм, это, конечно, дизастрич. Курицы тоже. Абуз куриц. Как же так? Ну, вот так можно играть, по-моему, на всяких мега-рандомах, непонятных картах.
не знаю, хайдауты, где еще? Да везде можно так играть просто. Ну, пробуйте, не знаю, и обязательно пишите в комментах, кто тоже пробовал, на каком рейтинге у кого это работает.